Всем привет! Вы на канале Готика Тату Шоп и с вами Алекс. И в эти выходные мы сделали тур по барам старого города Тбилиси. Обсудили татуировки замечательных людей, жутко обухались, тут ничего. Хорошо отметили, поэтому забыли записать начало и конец. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать в комментарии, что вы думаете про их татуировки и про такой формат в целом. Погнали! Меня зовут Нурбек. Нурбек. Саня, очень приятно. Все взаимно. Все. Расскажи про свою первую татуировку. Вот когда тебе шибануло в бошку вот сделать татуировку? В каком возрасте и почему вообще? Это произошло, получается, почти год назад. Всего год назад? А, Ты сделал первую татуировку год назад? Не, почти, уже год. То есть вот это все, это типа 2 года? Да. 2-3 года где-то, да? Нет, это февраль 23-го года, вот так. Февраль. Ничего себе Вот. ты Вот. быстро. Ну, вот как-то, да, зарос сразу же, да. Это произошло, мой друг очень близкий, мы вместе жили, короче, с чуваками Мгм. в одной квартире в Караганде. О, Да, я с Казахстана. Вот. И они открыли свою тату-студию. прикольно. Вот. В смысле здесь? Или в Караганде. Караганде еще, да? Караганде, да. Ага. Вот. И я очень долго просился, чтобы он мне что-то сделал. Я долго думал над стилем, что я первое хочу, и пришел к выводу, что это какой-то должен быть traditional. О, Американский. прикольно. Тебе нравится американский трад, да? Да. Но я смотрю, у тебя что-то Да, японских а это я мотивов. сейчас чуть попозже расскажу. Давай, хорошо. Вот. И первая татуировка это вот эта разломная стрела. Блин, прикольно. Ну, слушай, Вот. хорошо сделано, очень хорошо сделано. Да. Это как раз, ну, по сути, он еще учился бить татуировки. Ну, слушай, для ученика очень Да. хорошо. Вот. Ну и вот дальше пошло-поехало. Потом это уже через несколько месяцев мы сделали такую лягуху. Слушай, очень угарно сделал. Смотри, тут лягуха на скейтборде. Так, Вот. так. Дальше вот эта акула с наездницей девушкой. Кстати, что прикольно, размер классный, Ну, подходящий. ну, Это тоже он учился, да, еще видеть, получается? ну Или здесь это... уже более-менее нормально, типа, уже подучился. Ну и в целом он хорошо делал. Вот это все Не, ну делал видно, один видно. человек. Вот. Сделал ее, но здесь сразу скажу, типа, так незаметно, но чуть-чуть он проебался, потому что он закрасил черным ногу. Вот. Кстати, вообще не видно. Вот, да, сразу не заметишь. Мгм. Вот, но, тем не менее, Ну, прикольно. на самом деле, вот если бы ты не сказал, я бы, Да. наверное, и не понял. Вот, да. Как будто бы, ну, да, такая, недочет, скажем Вот, так. ну да. Дальше у нас была вот эта татуировка. И я как бы и штурвал, все дела, мы хотели что-то морское, на локте надо. Паутину, что-то такую хуйню я вообще не хотел делать. Ну, это, ну, такое. Хотелось как-то поинтереснее заполнить локоть. И дальше что? Дальше у меня была вот такая свечка. Капец ты много сделал за Вот. 2 года. Вот. Свечка, ну, эту свечку я буду перекрывать, она мне не нравится, она другого чувака. Дальше я уже приехал в Грузию, и здесь сделал уже вот, пошел по Японии. Вот. Тоже так случайно все получилось. Я познакомился с ребятами с тату-студии, с одним мы заобщались, и он вот договорились, чтобы он мне забил рукав. Вот такой рукав получился. Через некоторое время он мне пишет: блин, чувак, мне понравилось с тобой работать, давай еще что-нибудь сделаем. И мы делаем ногу. Да. Вот. Она типа вот отсюда идет и до сюда. Ну, нога, короче, да, Да, полноценный. полная Прикольно, рука. прикольно, Я, прикольно. к сожалению, сейчас так прям не покажу. Не, ну, Вот. штаны снимать мы не будем. Да, к сожалению. У нас просто канал не 18+. Ну, ладно. Ну, в общем, типа, она еще не закончена, еще, я думаю, где-то 3-4 сеанса мне надо отмучиться. Вот, я пока взял перерывчик, потому что, ну, каждую неделю бить я устал. А что вот тебя вдохновило прежде всего, когда ты первый раз именно вот столкнулся с мыслью, что ли? Понятно, что татуировки, скорее всего, мелькали у тебя где-то перед лицом всю жизнь, но вот когда именно такой, думаю, блин, вот это вот классно, или я хочу, или там что-то такое. Вот. Ну, у меня окружение такое было, и я как бы у каждого смотрел, разглядывал, блин, нравится, я тоже такое хочу.
То есть близкие люди просто Да, ходили да, с да. татуировками, да. Просто ребята, да, ну вот как раз тату-студию открыли, там дальше пошло-поехало. Мы Мгм. по тату-студиям вот так кочевали туда-сюда. Ну, типа, из-за того, что он там работал, я туда тоже приходил. Ну, короче, ты с За- тату-мастерами затусил. Ну, Да, да, и так здесь вот. в Тбилиси тоже затащил, считай, тоже так случайно, потому что я вечером просто шел, смотрю по картам, опа, вот где-то я третий месяц в Тбилиси был, Мгм. тату-студия, пойду залечу. Залетел, смотрю, уже закрыто. Мгм. Ну ладно, в целом хотя бы посмотрю. А там свет горит, я такой зашел, а там, оказывается, все мастера собрались, у них что-то такой вечер был, тимбилдинг. Мгм. С ними поздоровался, так познакомился, и вот пошло-поехало. Прикольно, Вот. прикольно. Ой, спасибо, что поговорил про татухи. Да, пожалуйста, Приятно. пожалуйста. You get in my way, I'ma feed you to the monster. Вообще пиздец. Сейчас будет разъем. Давай. Типа мы тебя не знаем. Как тебя зовут? Меня зовут Демид. Да, чем занимаешься? Я автоматизатор тестирования в компании Озон. Вау. Вот это тайтл. Вот. У тебя столько черных татух, прям черных. Почему? Ой, ну, я вообще любил татуировки очень-очень давно, лет, наверное, с 13. Я бил себе всякие портаки разные. Вот, и я не Какие мог- типа? Ну, там было что-то типа свэг, в олдскуле, очень хуево выполненном. Вот, и была типа Полинезия за 2000 рублей, которая была сделана новичком. В общем, очень все плохо было. Также у меня была птичка фиолетовая, какой-то воробей, блядь, в гнезде с синими яйцами. Это отдельная история. И я очень сильно люблю именно как бы то, как татуировки выглядят на теле. Вот, я очень долго не мог понять, какой стиль я люблю. И начал смотреть в определенный момент, мне начали и в инстаграмах попадаться, и везде, на Пинтересте, что-то, что гораздо больше черное, типа блэкаутов, просто блэкворков каких-то, может быть, стилей в виде шрифта, дарклеттеринга там и так далее. Вот, и момент, когда я увидел Dark Lettering и блэкауты, и блэкворки, я понял, что я хочу только такие татуировки. Я понял, что я ненавижу цветные татуировки, мне нравятся они. Они слишком пестрые, слишком яркие, слишком вызывающие. Вот. И в целом, наверное, черные татуировки очень сильно с моим стилем совпадают, что ли. А что у тебя за стиль? All black. Old Black? All black, сказал я в коричневой футболке в целом, но мне просто очень нравится монохром. Ага. Монохром это прям супер тема. Ага. Вот. Но так как монохром бывает разных цветов, типа, но единственный нормальный монохром в татуировках это черный. Да? Ну, просто если ты покрасишься в коричневый, это будет не тема. Если ты в зеленый покрасишься тоже. Расскажи про свои рукава. Как ты дошел, вот и почему у тебя именно этот выглядит как похоже на трещины, типа камни или что-то такое. Да, молнии. О, блядь, прости. Просто это по-разному можно интерпретировать. И есть другой рукав, который больше такой, как абстракции такие вот. Да, жидкий, да. Этот острый, этот ровный. Ну, я сначала, когда приехал в Тбилиси, я решил, что мне надо забить портаки, которые находятся здесь. Вот, и я нашел тату-студию, и там работал челик, его зовут. Вот, и мы с ним начали что-то списываться. Я говорю, вот у меня есть вот такие портаки, как ты можешь мне их закрыть? Я хочу типа блэкаут, я хочу блэкворк, я хочу, чтобы было очень много черного, очень мало оставалось какой-то кожи свободной. Он сказал, хорошо, мне это нравится, я это люблю, я это буду делать, приходи, мы тебе порисуем. Мы порисовали, мне понравился дизайн, вот, мы это сделали, но, к сожалению, мне не понравилось качество исполнения. Он, короче, не очень плотно сделал именно Black. Вот. Поэтому я попробовал... не так это вышло, не так. Мне написался... Мы с Сережей списывались уже, обсуждали тоже какие-то вещи. Он тоже работает в этой же студии Unlock, ну, работал, по крайней мере, раньше. Вот, и он предложил мне сделать свой эскиз за небольшую плату, но очень-очень классный эскиз девочки. Его, кстати, сейчас нельзя будет увидеть, потому что он на ноге, но это очень-очень кайфовый эскиз. Он как бы black, но он в основном как бы в виде аниме-арта, что ли, я не знаю, как это описать. Вот, и как только он мне сделал эту татуировку, я понял, что... Посмотрел на качество, просто она у меня зажила. Я посмотрел, он сделал ее безупречно абсолютно. Ну, и я забил себе правую руку полностью.
почему именно молния, почему здесь так. Вот это конкретно мастер решил, что вот так будет классно. Ну, типа, вот именно вот так вскользь, именно вот так вот жидкость растекается по маслу. И мне понравилось. И тут, на самом деле, я тоже не особо выбирал. Я просто сказал, что я хочу, чтобы у меня правый рукав смотрелся гармонично, но одновременно как бы абсолютно по-разному с левой рукой, чтобы они типа дополняли друг друга. Вот. Ну и Сережа сделал мне эскиз и, собственно, набил. Говорят, что люди, которые забиваются в блэк, слушают металл. Ты слушаешь металл? О, да. О, да. Какой металл? На самом деле, я не только металл слушаю, я слушаю очень много, огромное количество музыки. Из любимых групп у меня Gojira, Architect, Slipknot, ой, Spirit Box, очень-очень много групп, на самом деле. Разных жанров. Я только вот, когда в метро ехал, только что Гаджиру слушал. Тема, блядь, респект. Ну, так на видимых местах вообще нет. Крестьяне. Нет, пускай закатанные даже рукава вот так вот, не у кого-то, даже писюлька здесь не торчит. А первая татуха какая у тебя была? Вот первый момент, когда ты первый раз задумался, вот увидел или там фильм, кино, неважно, друзья, вот когда ты подумал, блядь, хочу татуировку. Какой это момент был? Это на самом деле стыдно, потому что мне неприятно это вспоминать. Ну, типа, мой знакомый, с которым мы очень долго общались, он бил уже себе вторую татуировку, типа, у знакомого, ну, типа, начинающего мастера. И я подумал, я тоже хочу. И мне нравилось уже, я такой, блядь, ну надо что-то сделать. Но, к сожалению, я поспешил и насмешил. Вот, и сделал себе первую татуировку в виде изумруда, который опутан ленточкой в стиле олдскула, в котором написано Pretty Boy Swag. Ну, блин, ну почему? Прикольно? А сколько тебе лет? Это только 13 лет. Рано. Да, но это было смешно. И сейчас смешно, на самом деле. Это просто прикольно вспоминать, потому что у нас во всех компаниях, в которых я был и которые это видели, родились локальные шутки. Что типа, блядь, Pretty Boy Swag. Ну, слушай, прикольно. На самом деле прикольная идея для татуировки. Первая. Потому что многие бьют, типа, череп, бесконечности, и вся вот эта вот херня, да, ты прочее. Хотелось что-то такое прям неформальное, скажем так. А какую татуировку ты хочешь, но боишься сделать, если есть такая? Вот прям вот думаешь, блядь, как охуенно, но, сука, боюсь. Да, думаю, лицо. Лицо? Да. А что хочешь сделать? Я бы хотел сделать продолжение татуировок, которые у меня на шее есть, но они бы росли как бы дальше узлами, типа разными узорами, просто распространяясь на щеке. Очень хочу, чтобы вот эта вот линия перешла сюда на подбородок в ямочку. Прикольно. Но просто Не решаешь. не решаюсь, потому что все-таки лицо это прям... Когда ты уже богатый, когда тебе уже не нужно думать ни о чем, кроме своего удовольствия. Интересная позиция на самом деле. Ладно, спасибо, Демид. Было приятно поговорить. Давай спину покажу. Давай. Во. Спина вообще огонь. Да, можно так натянуть. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Мою первую татуировку я захотела в 16 лет, но я до сих пор ее не сделала. Это была... Я хотела сделать лотус, потому что Radiohead Lotus Flower, моя любимая песня была. Но я до сих пор ее не сделала. Моя первая татуировка была в 21, вот это. В 21. Да, Ой, это, 21, кстати, поздно, да. Но это поздно. Я Это- приехала в Москву и просто заработала первые деньги и сделала сама татуировку. То есть ты решила все-таки пойти больше качественным путем, а Да, не да, количественным, да? Да. Это, кстати, редкость большая, на самом деле, да. Респект. Потому что я тоже захотел эту татуировку в 16 лет и 5 лет вынашивал ее, пока я знал, что мне не хватит денег, и поэтому я такой думаю, все, отложу в долгий Да, ящик, да. и у тебя такая фигня. Начала сразу по 10 делать. У меня мелкие все, по сути, как наклейки. И я могу по 10, по 15 штук сразу делать. Не, ну маленькие татуировки. Да, в принципе, у меня нет такого, чтобы... Ну, и мне не особо нравится стиль рукава, там вот это большие татуировки мне не очень нравится. Мне вот такое больше нравится, как портачный стиль. А как ты вот себе объясняешь, почему ты делаешь татуировки?
Почему? Блин, даже не знаю. Мне просто нравится. Но сейчас я перестала делать. Надо будет продолжить. Сейчас пока взяла перерыв. Как тебе в голову приходит идея? Ну, здесь большинством, там, например, мои любимые мультики, аниме, что-то связанное с моей жизнью, там, любимые музыканты, любимые герои. Любимая фраза моей мамы, подобная к подобному, там, еще что-нибудь. Из песен тоже. Просто разное. И я ищу сама эскизы, либо сама рисую и просто даю татуировщику идеи, и все. Ага, а татуировка какая самая любимая? Самая любимая, наверное... Где она? Живчик. Это украинский лимонад, очень вкусный. Прикольно. Самый офигенный. Ну и вот аппарат, например, световой. Я просто художник по свету. И вот это тоже моя любимая. Ну, у меня там есть, типа, Битлджус из Тима Бёртона, Кошмар перед Рождеством, герои. Там у меня всякое разное есть. Ты, короче, маленькими татуировками. Да, да, да. Все вот так, да? Да, ну у меня не так много здесь, например, на спине вообще нет ни одной А татуировки. какая самая нелюбимая татуировка? Таких Которой нет. нету? Нет, таких нет. То есть Я ни об все одной люблю. татуировке ты не думаешь, Нет, что... вообще не жалею и жалеть не буду. И точно сводить не буду. Мне мама говорит, своди. Я говорю, нет, мам, все, это уже механизм запущен. Вот посчитается, что у меня, например, 84 татуировки, но они все мелкие. Планировала изначально так делать? Или ты просто вот начало и... Просто, да, поехало, да, вот так вот. Ну, вот это первые мои татуировки большие. Я о них не жалею, но, типа, они более такие, не подходят уже под стиль. Это вот, например, мой рисунок. Вот, Не, ну слушай, вот это прикольно выглядит. да. На самом деле. Ну, всякое разное, я не знаю. Вот это одна из первых тоже, она уже распрылась, ну, плохо так сделали. Да. Типа, ну знаешь, как руки делают, типа вот эти, только с факами, блин. Это прикольно. Ну, оригинально на самом деле, да. Ну вот, спасибо. Итак, какие истории и какие татуировки вам больше всего понравились? Пишите в комментариях. Пишите все, что угодно, мы все читаем, всем отвечаем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Видео выходит 1-2 раза в неделю. С вами был Алекс. Пока!